Всем привет, меня зовут Наташа, и в сегодняшнем видео я расскажу, а также покажу обязательно все занятия с Серафимом, которые мы делали на реабилитации на слете детей-ангелов. Какие были ожидания, какова была реальность, а также все результаты, все расскажу. Когда я выбирала перед поездкой, каким специалистом мне записываться, так как я делала это все самостоятельно, у меня разбегались глаза, хотелось попробовать и то, и это, и другое, все вместе. Но это была первая реабилитация, поэтому я выдохнула, успокоилась и выбрала только основное. Это был массаж, ЛФК, дефектолог-логопед, и также еще там был бассейн. Массаж нам делали на основании снижение нашего мышечного тонуса, то есть у кого гипертонус, вид дистонии, им наоборот делают такой массаж расслабляющий. У нас наоборот гипотония, и нам делали массаж активизирующий мышцы, тонизирующий. Лечебная гимнастика нам нужна как пассивная, которую я делала раньше дома, так и активная. Эти упражнения мы будем делать до следующей реабилитации дома каждый день. Дефектолог-логопед — это я сейчас понимаю, что это самый главный специалист на самом деле в жизни особенного ребенка, потому что все лечат, этот человек, он пытается улучшить качество жизни ребенка. У нас было два направления нашей работы. Первое — качество питания Серафима. Ей изначально не понравилось, как я его кормила, и она показывала мне свои ошибки и показывала, как нужно это делать. Обязательно сниму, наверное, подробное видео об этом, вдруг кому-то пригодится. И второе направление — это наладить какой-то контакт, попытаться получить реакцию. Я снимала каждое видео для того, чтобы пересматривать и повторять дома. На третье или четвертое занятие Серафим начал лучше реагировать на специалиста. Он даже начал ей в какой-то момент улыбаться, узнавать ее. В каких-то моментах она объясняла мне его поведение, на что он лучше реагирует и как это нужно развивать. На самом деле я жалею, что раньше мы не обращались к подобным специалистам, потому что тут судороги, не судороги, а вот с этим специалистом можно в любой момент работать, начать.
Также она еще научила меня делать, не просто сама делала, она научила меня делать и массаж лица, и логопедический массаж. Еще был бассейн с подогретой водой. Мы ходили туда без инструктора, просто самостоятельно на 5-10 минут, просто посмотреть, как он будет реагировать на перемену температуры. Сима, конечно, мерз, но в целом нам понравилось, и мы планируем в дальнейшем посещать аквакурсы. Лично я ходила на занятия к психологу. Я этого делать не собиралась. Ну, то есть я собиралась когда-нибудь в какой-нибудь перспективе на этих курсах. Я этого делать изначально не планировала. Но когда я туда приехала, я начала там узнавать, кто что рассказывает, мамочки, кто куда ходит, к какому специалисту. И я узнала, что те мамы, которые даже своих детей записывали к этому психологу, все равно она начинала работать через маму, потому что состояние мамы очень важно для состояния ребенка. И я поняла, что я хочу тоже попробовать. Я обязательно сниму на эту тему отдельное видео и все расскажу, потому что действительно мне есть что рассказать. Интересная тема посещения психолога.
Так, по поводу судорог еще хотела рассказать. Когда мы ехали на реабилитацию, мы прекрасно знали, что в любой момент могут начаться судороги. Мы были предупреждены эпилептологами, потому что они говорили, что как только вы что-то начнете делать, сразу пойдут судороги. Поэтому мы их ждали практически каждый день. Мы взяли с собой упаковку реланиума, это лекарство, которое колется в случае некупируемых приступов. Но, слава богу, они нам не понадобились. Приступ был один, в середине курса. Мы на несколько дней остановили, на 2 дня мы остановили все занятия. Я пообщалась со специалистами, с мамами. И так как Серафим чувствовал себя хорошо, то мы все продолжили. Это был приступ? Да, это был приступ. Ну что, дальше мы продолжили работу дальше. Каких мы ждали результатов? Да вообще никаких. Мы ничего не ждали. Это был первый наш опыт. Мы очень боялись судорог. И вообще боялись всего, как Серафим на все будет реагировать. Серафим на все реагировал хорошо, кроме того, что под конец курса он устал. Возможно, это еще свежий воздух, но под конец он был прям сонный, вялый. А так, в целом, на все занятия он реагировал очень хорошо. Какие изменения я могу отметить у Серафима после реабилитации? Однозначно, у него стали гораздо меньше закатываться глаза, и он теперь фокусирует взгляд надолго. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, это работа дефектолога. Она постоянно привлекала его внимание игрушками. Не знаю, возможно, это от массажа, от занятий, от того, что просто укрепилось вообще состояние, но глаза сейчас на данный момент действительно закатываются гораздо меньше. Также улучшилось качество кормления. Серафим стал гораздо лучше глотать. Еда теперь у нас не вываливается, не летит в разные стороны. Правда, лучше стал кушать. Я обязательно об этом сниму видео. Еще у него появились новые звуковые фишечки. Он начал... Это, конечно, не похоже на обычное детское гуление. Все-таки мы товарищи необычные. И от нас нельзя требовать того, что происходит у остальных детей в таком же возрасте. Поэтому мы радуемся тому, что у него появляется независимо от того, должно ли это было появиться. Что же касается удержания головы, то, конечно, в этом прогресс мы не заметили. И, как таковые вот эти упражнения, мы сильно на них не налегали, потому что мы боялись, что от такой интенсивности Серафим очень устанет. Но дома сейчас, вот как только Серафим полностью выздоровеет, мы продолжим эти занятия и будем уже нацеливаться на то, что нам очень хотелось, чтобы Серафим начал держать голову, потому что это однозначно упростит всем нам жизнь. Поэтому обязательно будем над этим работать и надеяться, что когда-нибудь Серафим будет полноценно хорошо держать голову. Со стороны может показаться, что такие небольшие результаты того не стоят, но на самом деле для нас это большие результаты. И общее состояние здоровья нужно постоянно поддерживать. Лежачий ребенок не должен постоянно лежать в кроватке. Массажи, упражнения, бассейн, все это обязательно нужно. Это будет периодически у нас делаться. Теперь мы знаем, что Серафим может это выдержать и что никакая эпилепсия нам не помешает. Мы сделали определенные выводы, например, то, что интеллектуальные занятия должны предшествовать физическим, иначе это будет гораздо более продуктивно. Я постараюсь это учесть в следующих наших реабилитациях. Спасибо за просмотр, буду ждать ваших комментов, как вам наша реабилитация, лайков. Спасибо вам большое за то, что вы с нами, мы вас очень любим, пока.